Глава 456. Контроль ущерба. Когда Южный форт боевых гончих был легко захвачен войсками Южного лета, общая ситуация была уже решена, и никаких других изменений не было. Так что, если миллионы духовных зверей на равнинах были все солдатами, сражения в этом мире никогда не решались просто количеством. 30 тысяч берсерков в Комитете чудотворной торговли могут убить сотни тысяч врагов так же легко, как выпить стакан воды. Сила боевых гончих уже была поглощена частыми боями, и после нескольких крупных сражений, как они могли что-то оставить, более того, эти силы были не просто армией, а их национальной силой. Королевство боевых гончих было сейчас в очень тяжелом положении, так как же они могли собрать такую большую армию? Сотни тысяч солдат Южного форта, чтобы выжить, полагались на еду, которую они украли у южной летней страны. После того, как последние сотни тысяч элитных войск сдались, на равнинах не было ни солдат, ни еды. Для сравнения, у Чутиня было высокоуровневых экспертов, как звезд на небе. Арнольд вел лесных жителей убивать вражеских экспертов, которых можно было считать первоклассными даже в стране Орлиного захоронения. Именно из-за этого, когда Чутянь напал на имперский город, Арнольд, возглавивший этих людей в атаку, привел к тому, что они не знали, кем в конце концов стал новый король Фэн. Когда они искали короля Фэна, они обнаружили, что он уже был убит этими людьми. Этот жалкий новоизбранный король Фэн королевства гончих погиб мучительной смертью. Арнольд даже не знал, что он король, он просто думал, что это тот, кого можно легко убить. Весь имперский регион, государство Канг и государство Пей были восстановлены. Боевые гончие были всего лишь бумажными тиграми, как они могли противостоять хорошо обученной и хорошо оснащенной армии Южного лета. Королевство боевых гончих просуществовало всего полгода, прежде чем их снова распустили. Крупные племена равнинных гончих понесли большие потери, можно даже сказать, что они пошли за шерстью, а вернулись стриженными. Скорее всего, они разойдутся и начнут сражаться друг с другом, как раньше, поэтому им было бы невозможно перегруппироваться в будущем, когда они вернулись в предыдущий южный летний имперский город. Город уже не был таким же оживленным, как в течение сотен лет до этого. После того трагического сражения, в котором погибли два южных летних правителя и погибли сотни тысяч солдат, сотни тысяч людей создали армию сопротивления внутри города. Однако это было тщетное усилие. После падения имперского города треть города была разрушена в битве, а население сократилось на 1/5. После того, как боевые гончие захватили имперский город, они разграбили весь город со всеми его сокровищами и ресурсами, а также превратили всех людей в рабов духовных зверей. Все восставшие были убиты, а население сократилось еще на 1/5. После того, как боевые гончие потерпели неудачу на юге, их армии получили тяжелые ранения. Повезло, что предыдущий король Фэн имел хорошую дальновидность, посылая элитную кавалерию демонов-волков в имперский регион. Поэтому, хотя армия и король Фэн погибли в бою, у боевых гончих все еще было достаточно сил, чтобы охранять их тыл. Страна Орлиного захоронения быстро отправила нового короля. Поскольку битвы королевства были серьезными со всех 4 сторон, страна Орлиного захоронения сражалась, по меньшей мере, с 8 странами одновременно, и у них не было сил и времени, чтобы отвоевывать такую маленькую страну, как Южная летняя страна. Этот новый король Фэн не мог дождаться подкрепления и извлек уроки из неудачи своего предшественника, поэтому он готовился к долгой битве. Боевые гончие поработили несколько миллионов человек, чтобы открыть сельскохозяйственные угодья для королевства боевых гончих. Они также поработили несколько миллионов человек, чтобы построить Южный форт и починить разрушенные порты. Затем они поработили еще несколько миллионов человек, чтобы построить оборудование для их будущих битв. Чтобы не дать Южной летней стране возможности восстановиться, они также часто посылали команды преследования, чтобы вызывать беспорядки. По меньшей мере, 10 миллионов рабочих были забиты до смерти, истощены до смерти, умерли от голода, сбежали или были убиты за сопротивление. Короче говоря, была убита, по меньшей мере, половина населения. Война, порабощение и бегство почти убили всех молодых людей. Что касается женщин. В этом смысле им немного повезло, потому что духовные звери не интересовались человеческими женщинами, но это не означало, что другие не интересовались. Король боевых гончих приказал продать большое количество красивых и молодых человеческих девушек в северной страны для обеспечения ресурсов и средств, но, поскольку это было хлопотно и занимало много времени, они не продали много людей, но это все еще уменьшало население. Короче говоря, в течение полугода войны люди не могли зарабатывать на жизнь. Осталось менее четверти первоначального северного населения, старые сгоревшие ворота имперского города были открыты, а некогда шумные улицы были заполнены разрушенными зданиями. Повсюду было неприятное зловоние, и город выглядел очень оборванным. Взрослых мужчин почти не было, а снаружи были лишь женщины, дети и старики. Каждый из них был в лохмотьях. Где их все еще можно было связать с благородными жителями имперского города? Это была просто группа нищих. Мой король наконец вернулся. Мы знали, что южная летняя страна не бросит нас.
Да здравствует южная летняя страна! Да здравствует южная летняя страна! Да здравствует южная летняя страна! Бесчисленные нищие открыто плакали на улицах, создавая очень трогательную сцену. Когда-то они были гордыми гражданами имперского города, которые жили богатой жизнью, но теперь их семьи были полностью разрушены. У южного летнего короля было неловкое выражение. Все это произошло из-за ошибки в Северной обороне, в конечном итоге закончившейся потерей имперского региона и отказа от двух северных государств. Король Южного Лета раньше был спокойным военным правителем, командующим национальной армией и высшим командующим фронта. Все, что сейчас происходило, было по большей части последствием его провала. Королевству боевых гончих суждено быть уничтоженным. Равнины гончих не смогут снова доставить неприятности. Страна Южного Лета будет работать с Комитетом чудотворной торговли, чтобы покорить их. Каждый должен надеяться на восстановление нашей страны. Люди Южного Лета быстро успокоили нищих. Сестры Мэн, Нангунь Юнь, Вивиан и другие все выражали глубоко обиженные выражения, особенно сентиментальная Мэн Ин. Она просто не смела поверить, что через всего полгода имперский город станет таким призрачным городом. Граждане стали ходячими скелетами от голода, как блуждающие призраки, живущие в руинах. Это была жестокость войны, Мэн Ин чувствовала глубокое чувство вины. Северная и южная летняя страна пала перед врагами, и миллионы людей жили тяжелой жизнью, но она не утратила свой богатый образ жизни и совершенно забыла о них. Если бы в этом мире не было Чутеня, то вся южная летняя страна не смогла бы спастись от этой участи. Разве она не была бы такой же, как эти люди? Хотя это не было ее ответственностью, а она не могла не чувствовать сильную вину. Мэнин слегка потянула одежду Чутеня. Мы должны помочь им восстановить город. Чутянь слегка кивнул. Восстановить страну легко, но трудно защитить ее. Нам нужно обезопасить северную сторону, и только тогда мы сможем предотвратить подобное снова. Мэн Цинву попросила Вивиан использовать космический склад, чтобы доставить большое количество лекарств и припасов для беженцев, это временно облегчило бы эту неотложную проблему. Южные силы снабжения и помощи прибудут через несколько дней, поэтому на данный момент не нужно было беспокоиться об этом. Несколько человек сели после встречи. Эта встреча была о том, как восстановить южную летнюю страну, что делать с военнопленными и как пройти через северные степи. План короля боевых гончих был обычным и консервативным, но, строго говоря, он был правильным. Страна боевых гончих жестоко порабощала людей, чтобы захватить земли, построить форты, построить корабли и сделать оборудование. Это позволит создать свои силы и ждать прекрасной возможности. Единственное, чего они не ожидали, это то, что южная летняя страна изменится так быстро. Теперь страна боевых гончих была полностью закончена. Южная летняя страна захватила по меньшей мере 800 тысяч духовных зверей в имперском регионе, государстве Канг и государстве Пей, а также 100 тысяч верховых демонов-волков из страны Орлиного захоронения. Теперь иметь дело с ними было головной болью. Собственно говоря, это были злые захватчики. По закону они должны привести их в старый имперский город, чтобы казнить их одного за другим и поднять свой моральный дух, но логика подсказывала всем, что это неправильно. Большинство из них были элитами боевых гончих и поддержкой, посланной далекой страной Орлиного захоронения. Теперь, когда боевые гончие предали страну Орлиного захоронения, если бы они могли их использовать, эту силу можно было бы использовать для формирования барьера против страны Орлиного захоронения к северу от южной летней страны. Чутянь снова выразил свои мысли. Я полагаю, что когда мы вернем их обратно на равнины гончих, мы сможем создать марионеточный режим на равнинах, создав северную боевую страну. Мы сможем держать степи в наших руках и чувствовать себя уверенными всегда. Поддержать марионеточный режим, король Южного Лета согласился с этим, но это маловероятно, так как страна боевых гончих и страна Южного Лета долгое время были врагами, так ли легко поддержать марионеточный режим? На самом деле это несложно, просто оставьте это дело на Комитет чудотворной торговли. Мэн Цинву изложила свой план. У нас много экспертов в лесу, будь то духовные звери или другие расы, у нас их немало. Мы можем послать нескольких могущественных духовных зверей на равнины гончих, чтобы собрать власть. Кроме этого, шаманский жрец Лус, по моему мнению, был бы очень заинтересован в развитии своей шаманской религии на равнинах. Глаза Чутеня загорелись. Равнины гончих — плодородная почва для религии шаманов, и мы уже видели навыки шаманов. С навыками группы Луза и навыками нашего комитета чудотворной торговли это будет куском пирога. Независимо от того, починятся они или будут под контролем гоу-насекомых, в конце концов, всегда будут способы заставить их склониться к нашим ногам. Правильно, мы можем использовать метод страны Орлиного захоронения и колонизировать равнины боевых гончих, чтобы управлять ими, прежде чем использовать веру для укрепления этого господства. После того, как мы полностью овладеем равнинами боевых гончих, будь то степи или комитет чудотворной торговли, мы оба выиграем от этого. Я думаю, что степные племена не глупы,
они будут полагаться на нас после того, как откажутся от страны Орлиного захоронения. Южный летний король почувствовал их уверенность и осторожно спросил: «Почему вы так уверены?» Выпуск сотен тысяч элит обратно в степи — это был очень большой риск для страны Южного лета. Южному летнему королю не нужно беспокоиться. Нам просто нужно выбрать подходящего северного боевого короля, и мы консолидируем власть северной боевой страны всего за несколько месяцев. Чутянь посмотрел на обширные равнины. Теперь, когда мы полны морали, как насчет того, чтобы вернуть часть южной летней исконной земли и снова стать великой летней страной? Когда эти слова были сказаны, даже всегда спокойный южный летний король показал взволнованный вид. Гоу Цинцу и Юнь Тиньхэ были полны радости. Все предыдущие династии южной летней страны хотели вернуть свои земли и снова стать великой летней страной. Эта цель была уже так близко, хотя нынешней национальной мощи и численности королевства было недостаточно, чтобы соответствовать этому названию. Все знали, что, учитывая текущий потенциал и скорость развития королевства, они, безусловно, были достойны снова стать великой летней страной. Глава 457. Давай сыграем свадьбу. Поддержка марионеточного режима на равнинах боевых гончих не была решением, принятым по прихоти, а стратегическим решением для города чудес. Чу Тянь и Мэн Цинву осознавали проблему. Комитет чудотворной торговли был иностранной державой, поэтому им было нелегко расширяться в лесу хаоса. На первый взгляд, лес хаоса казался некультурной пустошью, но на самом деле внутри все было гораздо сложнее. Весь лес хаоса был наполнен множеством разных сил. Комитет чудотворной торговли негласно был прикреплен к Вечному лесу. Но они не получили никакой поддержки от Вечного леса. Сейчас они этого не чувствовали, но скоро на них будут идти силы со всех сторон. Нетрудно было предсказать, что город чудес станет помехой для многих. Не говоря уже об их большой территории, строительстве фабрик, создании больших казарм и открытии ресурсов, обязательно привлечет зависть других. Теперь у них была возможность забрать часть своих сил и ресурсов, установив власть за пределами леса. С пространственным транспортным превосходством Комитета чудотворной торговли, даже если они были ограничены миллионами миль, это не имело бы значения. Это было лучшее вложение. Марионеточный режим северной боевой страны был очень значимым. Это была независимая страна под контролем Комитета чудотворной торговли. Мэн Цинву изучал расположение равнин к северу от страны Южного лета. Эта область была слишком большой, включая равнины имперского региона, равнины государства Цанг, равнины боевых гончих и все вокруг. Степи занимали десятки миллионов километров и были размером с 4-5 королевств. Поэтому фон был неплохим, но духовные звери были слишком глупыми. Равнины гончих занимали 60% степи. Они были очень обширными и гладкими и не имел естественной защиты, поэтому в будущем это могло бы стать центральным районом. Равнины гончих не были бесплодной землей, с миллионами духовных зверей и десятками тысяч миль степи, будь то население, земля или ресурсы, все они могли бы быть развиты. Но этого не было сделано, потому что глупые духовные звери не знали, как это сделать. Когда будет существовать марионеточный режим на равнинах гончих? Это станет большой поддержкой для Южного лета, так как Север станет стабильным и процветающим, собирая много различных ресурсов, это послужило бы интересам великой летней страны. Связав таким образом Север и Юг, они не будут уступать даже такой державе, как страна Орлиного захоронения. Этот вопрос был решен так просто, Чу Тянь начал отдавать распоряжение. Дун Фан Хааран, ты будешь размещен на линии фронта равнинах боевых гончих и стабилизируешь равнины. Лус приведет жрецов-шаманов для распространения религии шаманов среди равнин гончих. Арнольд и другие могут придумать способы завоевания сил на равнинах. Эта земля большая и плодородная, поэтому сколько территории и населения вы сможете захватить, будет зависеть только от ваших навыков. Все были очень взволнованы. Особенно орк Лус. Лус был главным священником шаманов города чудес, и он знал, что ситуация с равнинами боевых гончих очень подходит для распространения религии шаманов. Большинство племен гончих были бедны, и теперь, когда они столкнулись с трагическим поражением, это было лучшее время для вторжения религии. До тех пор, пока Комитет чудотворной торговли окажет им материальную поддержку, религия шаманов наверняка распространится по этой земле. Только Лус немного волновался. Он нерешительно сказал: «Господин городской лорд, хотя равнины хороши, они слишком далеко от леса. Хотя через транспортную башню мы сможем идти напрямую в центральное государство, нам все еще нужно несколько дней, поэтому, боюсь, у нас не хватит рабочей силы». Может ли этот городской лорд не подумать об этой проблеме? Просто расслабься, я не буду сидеть, сложа руки. От центрального государства до страны боевых гончих расстояние немаленькое, поэтому для эффективности я построю транспортную башню в северной боевой стране как можно скорее.
В будущем транспортная башня в Северной боевой стране будет связана с транспортной башней в городе чудес, поэтому вам будет легче перемещаться между ними. Различные вожди племен были в восторге. Это действительно была очень хорошая новость. Если в степях будет транспортная башня, то чем это отличалось от заднего сада города чудес? Люди города чудес смогут приходить на прогулку, когда захотят, это не будет проблемой вообще. А вожди могли изо всех сил сражаться, чтобы установить свое влияние в этом регионе. Все взволнованно помчались отдавать приказы. Естественно, было бы удобнее, если бы на равнинах боевых гончих была бы транспортная башня, хмуро сказала Мэн Цинву, но мы действительно не можем взять материалы для строительства еще одной транспортной башни. Это была проблема, вызывающая головные боли у Чутяня. У них было ядро ИК-звезды. Но им не хватало пространственных кристаллов. Чутянь уже использовал большую часть, данную карликами, и как он мог получить такой редкий материал так просто? У него не было выбора, он мог только искать его изо всех сил. Чутянь сказал: «Мы разделимся и поищем. Молодая мисс попробует купить их в лесу, а я поеду на север в другие страны и попытаюсь купить их на рынках больших королевств. Мы также воспользуемся этой возможностью, чтобы установить связи на разных рынках, узнавая о ситуации с другими королевствами. Северная боевая страна не может быть создана за один день. У Комитета чудотворной торговли не было недостатка ни в деньгах, ни в ресурсах, была лишь проблема времени. Мэн Цинву повела людей обратно в город чудес. В городе чудес было сотни предприятий, и лидер не мог долго отсутствовать. Она стремилась вернуться с умным мозгом, немедленно используя его для управления ключевыми системами. Чутяню было очень скучно сидеть в лесу в течение нескольких месяцев, поэтому он хотел использовать предлог для создания северной боевой страны и покупок пространственных ресурсов по окрестным округам, поэтому он не спешил возвращаться. У Нангунь Юнь, Вивиан и всех остальных была работа, поэтому, хотя они хотели пойти с Чутянем, они не могли уйти и могли только следовать за молодой мисс обратно. Неделю спустя. Южный летний король Донгфангган объявил в старом имперском городе название страны, которым снова стала Великая летняя страна. Северный регион был серьезно поврежден, и для развития страны Великая летняя страна взяла в качестве столицы центральный государственный город. Государство Пей и государство Канг не изменились, но имперский регион и его восстановленные земли предков были разделены на 7 новых государств. Великая летняя страна не была заинтересована в расширении севера, поэтому они приобрели пустырь на востоке, западе и юге, создав 3 новых государства. Великая летняя страна теперь имела 16 государств и увеличилась в 2 раза. Если судить только по территории, Великая летняя страна могла бы квалифицироваться как Большое королевство. Великий летний король также назвал новых маркизов, 3 для юга и 3 для севера. Он выбрал важных людей из Комитета чудотворной торговли, которые также занимали высокие посты в стране, таких как Дунфан Харан, Гоу Цинцу и Юнь Тиньхэ, а также представители семей Нангунь и Шангуань. Эти 6 областей были специальными областями развития для Великой летней страны. Это были районы, разработанные Великой летней страной и Комитетом чудотворной торговли. Они поддерживали фабрики города и тренировочные лагеря Комитета чудотворной торговли, не взимая с них налоги. Кроме того, защитник страны Чутянь был удостоен титула «Великий летний ученый», а Мэн Цинву был удостоен звания министра иностранных дел. В сердце Дунфангана было ясно, что растущая честь Великой летней страны не могла бы произойти без Комитета чудотворной торговли, и Комитет чудотворной торговли также все еще нуждался в Великой летней стране прямо сейчас. Обе стороны выиграют друг от друга. В чем была проблема с добавлением нескольких титулов, Чутянь уже сказал, что, даже если ему отдадут Южный летний трон, он не будет заинтересован вообще. Не говоря уже об этом пустом звании. Когда Великая летняя страна провела церемонию смены титулов, он даже не появился. В это время Чутянь вел одну маленькую красавицу, катаясь в глубине степи на лошадях. На этот раз он приехал по служебным делам, но Чутянь не торопился завершить свою задачу. Он немедленно вывел Ин, чтобы повеселиться в степях. Мэн Ин была очень счастлива, играя так. Пейзажи степей были другими, и через неделю она побывала в древних руинах, встретила странствующие племена и даже увидела великолепную сцену бега 10 тысяч лошадей. Не было врагов, преследующих их или угроз, она просто оставалась с Чутянь весь день, отдыхая вместе и играя вместе. Это было просто самое счастливое время за всю ее жизнь. В этот день, при заходе солнца, Чутянь и Мэн Ин устали от игр, поэтому они сели на траву, наблюдая за закатом. Этот огненно-красный закат окрасил все небо в красный цвет, и степи отражали красивый золотисто-красный цвет. Огромные и бесконечные степи наполняли любого, кто видел это, бесконечной радостью. Руки Мэн Ин держали ее колени, и закат слегка окрасил ее нефритовое лицо. Она произнесла своим обычным голосом: «Эй, Чутянь, мы знакомы уже год, разве ты не забыл кое о чем?» «О чем?» «Вы знаешь, в своем сердце». Мэн Ин посмотрела на него. «Я говорю тебе, этот вопрос не всегда может быть отложен. Я почти взрослая,
и если ты не сделаешь ход, я не буду тебя ждать». Чутянь симулировал смущенное выражение. «Чёрт, что ты хочешь сказать? Почему я вообще не могу понять?» Счастливое настроение, которое Мэн Ин приобрела за последние несколько дней, было немедленно разрушено этим ненавистным парнем. Она сказала это так ясно, но этот парень все еще действовал глупо. Она сердито фыркнула и встала, чтобы уйти. «Просто подожди, пока ты почувствуешь сожаление. Я буду игнорировать тебя». Чутянь засмеялся. Когда она обернулась, он немедленно протянул руку, чтобы схватить ее за тонкие руки. «Ты хулиган». Лицо Мэн Ин стало красным, как яблоко. Немного сопротивляясь, она сдалась и прислонилась к его груди. «Ты издеваешься надо мной, я расскажу старшей сестре, когда вернусь». «Ин, ты права, есть некоторые вещи, которые не могут ждать». Чутянь проигнорировал угрозу Мэн Ин и закрыл глаза, чтобы ощутить аромат девушки. «Давай сыграем свадьбу». Мэн Ин почувствовала, что ее разум стал пустым. О чем думал этот ублюдок? Они еще не были помолвлены друг с другом, но он хотел сразу же перейти к этому шагу. Мышление этого парня было слишком сложным для принятия. Мэн Ин обнаружила, что она никогда не могла следовать за мыслями этого ублюдка. Ты не хочешь?» Чутянь отпустил ее и сказал, пожав плечами, «Тогда забудь». «Нет. Я не сказала, что не хочу, не пойми неправильно», в панике крикнула Мэн Ин, прежде чем подумать, что это немного неуместно. «Просто. Ты слишком торопишься. Кроме того, что насчет старшей сестры?» Было немного неуместно упоминать об этом в это время. Брови Чутяня сразу же сжались. Хотя рядом с ним было много красавиц, и каждая из них была очень выдающейся, по сравнению с ними, он знал им дольше всех и имел с ней самые чистые отношения. Молодая мисс была красавицей с несравненным талантом. Любой нормальный мужчина был бы затронут ею. Время, проведенное Чутянем с молодой мисс, их отношения и их чувства были не меньше, чем у него сын. Однако обычно это были отношения между друзьями, поэтому они не были такими искренними и естественными, как его отношения с Ин. Чутянь не мог сказать, кто был лучше, но ему было комфортнее с Ин. Я не слепая. Эту проблему нельзя избежать, старшая сестра определенно любит тебя. С негодованием сказала Мэн Ин. Также есть Нангунь, Вивиан и другие. Даже если у них нет таких чувств к тебе, они все равно поклоняются тебе и не оказывают никакого сопротивления. Я действительно не могу понять, что хорошего в таком человеке, как ты. Очевидно, у тебя есть все эти проблемы, так как ты можешь соблазнить всех этих женщин? Он действительно не мог сказать. У этой маленькой девочки было очень глубокое понимание. Чутянь сказал с беспомощным выражением лица: «Я виноват, что мой шарм слишком силен. На самом деле я уже очень сдержанный. Я клянусь небесами, что никогда не проявлял инициативу, чтобы кого-то соблазнить». Мэн Ин фыркнула от неудовольствия. На континенте не было установленной системы моногамии. Пока мужчина или женщина были достаточно выдающимися, для них не было странным иметь нескольких партнеров, и это было даже обычным делом. Мэн Ин признавала, что она немного ревновала, но она не была скупой. Основной причиной, по которой она волновалась, была ее неполноценность. Все верно. Ее собственная неполноценность. Это чувство неполноценности возникло не только из-за великолепия Чутяня, которое заставляло ее чувствовать себя ненормально, но и из-за ее низкого врожденного таланта и сильных соперников. Старшая сестра, Нангунь и Вивиан, каждый человек был настолько выдающимся сильной властью, сильными врожденными талантами или высокими показателями при рождении. У нее были хорошие отношения с ними, поэтому она не отвергала их, но всегда было чувство опасности в ее сердце. Она чувствовала, что она уступает любой из них. Из-за этого изменился ленивый и игривый темперамент Мэн Ин. Она делала все возможное, чтобы учиться как можно больше, а также усердно работала над изобретением консервов, помогала с космическим складом и духовной областью и делала много других вещей. Мэн Ин отличалась от своей старшей сестры Мэн Цинву. У нее не было преданности или больших амбиций, она просто хотела наверстать упущенное. Глупая девчонка, с твоим мозгом что-то не так. Зачем ты думаешь обо всем этом? Чутянь почувствовал сложное и противоречивое настроение девушки и показал слабую улыбку. Он использовал свою руку, чтобы держать ее красивую щеку. «Мне нравится Ин, и это всегда будет так, никто не может сравниться с тобой». Сказав это, он слегка опустил голову и поцеловал манящие губы девушки. В прекрасных степях, покрытых солнечным светом, они крепко обнимали друг друга. Глава 458. Мошенник от Бога. Мэн Ин была ошеломлена на несколько секунд, прежде чем ее глаза начали затуманиваться.
У нее не было никакого сопротивления, когда она медленно закрывала глаза, и хрустальные слезы радости хлынули в уголки ее глаз. Странно было говорить об этом. Мэн никогда не понимала таких вещей, как любовь до встречи с Чутянем, но с тех пор, как Чутянь появился в ее жизни, он почти сразу занял ее сердце. Это была ее первая любовь к кому-то, может ли это быть так называемой любовью с первого взгляда? Этот парень был явно плох и всегда преднамеренно дразнил ее, но она не знала, почему она больше не могла отбросить его тень из своей жизни. Независимо от ситуации. Она была очень счастлива и довольна, если бы была с Чутянем. Она всегда думала о нем, когда она ела или даже дышала. Она чувствовала, словно была невидимая нить, соединяющая их, даже если они находились на разных континентах. Один день, не видя его, заставлял ее чувствовать себя невероятно опустошенной. Сердце Мэн Ин ясно понимало, что Чутянь испытывал к ней хорошие чувства. Но она никогда не была слишком уверена в себе. Этот момент пришел слишком внезапно, и Мэн Ин не знала, что делать и как реагировать. Забудьте об этом, она собиралась разориться. Тхе. Раздался мягкий кашель. Чэнь Бинву появилась на маленьком холме, словно призрак. Хотя ее маска закрывала лицо, ее глаза смотрели прямо на них со сложным странным взглядом. Она сказала тихим голосом: «Мне очень жаль, что я вас прервала». Мэн Ин быстро отодвинулась, как испуганный кролик. Старшая сестра Бинву, все не так. Это все его вина. Черт, эта бесшумная девушка на самом деле разрушила мою хорошую игру. Разве ты не преувеличиваешь? Мы просто говорили о любви и не делали ничего плохого. Чутянь небрежно притянул ее назад. Старшая сестра Бинву, ты пришла вовремя. Я уже решил жениться на Ин. Разве ты не должна поздравить нас? Выражение лица Чэнь Бинву не изменилось вовсе. Я приношу свои искренние поздравления. Мэн Ин не подыгрывала и сказала, положив руки на талию: «Эй, хулиган», когда я дала согласие. Не говори такие вещи безответственно. Что? Ты все еще не согласна после всего, что было? Я никогда не говорила, что не согласна, но просто я чувствую. Что все слишком поспешно. Нет, это скорее не поспешно, просто. Мэн Ин говорила бессвязно, когда ее лицо краснело. Наконец она опустила голову и пробормотала: «Ты должен выбрать правильную дату и время. Нехорошо быть таким внезапным. Кто женится, когда захочет? Ты действительно ненавистен». Чутянь засмеялся, так как хотел еще немного ее подразнить. «Думаю, будет лучше, если вы обсудите этот вопрос наедине». Чэнь Бинву не хотела продолжать смотреть. Лус уже добился определенного прогресса, ему просто нужно немного вашего времени, чтобы все решить. Как будто Мэн Ин нашла спасательную соломинку для побега, она немедленно воспользовалась этим шансом. Что происходит? Разве Лус не распространяет шаманскую религию по степям, как он может столкнуться с проблемами? Чэнь Бинву ответила: многие крупные западные блуждающие племена рухнули. Скорее всего, это связано с тем, что они использовали большую часть своих сбережений для борьбы с южной летней страной, а болезни убили большую часть их домашнего скота. После распада этих племен Лус надеется принять много беженцев, что позволит ему установить свою власть. Идеально. Равнины гончих были уже бедны из-за своих внутренних сражений и усилий за 6 месяцев борьбы с южной летней страной, так что большинство основных племен сейчас находились в тяжелом положении. Именно из-за того, что обстановка в племенах боевых гончих была плохой, у Чутяня была возможность захватить их землю. После распада этих племен было большое количество беженцев. Разве это не было хорошим шансом для религии шаманов распространить свою веру на этих людей? Лус надеялся, что Чутянь сможет открыть космический склад Комитета чудотворной торговли, чтобы обеспечить достаточное количество еды для этих беженцев. Нужно оценить ситуацию. Слава Чутяня не была такой яркой в таких варварских местах, как равнины гончих, и Чутянь и Мэн Ин были людьми в конце концов. Боевые гончие воевали с людьми много лет, поэтому, если они попытаются вмешаться как люди, они получат только плохие результаты. Через полдня 3 из них нашли Луза. У 3 не было сложной маскировки. Они просто носили большую одежду и перчатки, не раскрывая ни одной части своего тела. Наконец, они использовали зелье, чтобы изменить свой человеческий запах. Луз почтительно поклонился Чутяню: господин городской лорд. Чутянь оценил ситуацию. Луз руководил шаманскими жрецами, и несколько лесных вождей следили за порядком. Там собралось около 50 тысяч беженцев, чего было достаточно для формирования среднего или большого племени на равнинах гончих. С текущей тенденцией казалось, что количество все еще увеличится. Каждый из этих людей был больным и голодным, похожим на мешок с костями. Где они выглядели как жестокие хищники, они были скорее группой бездомных псов. Религия шаманов будет направлять всех потерянных духовных зверей,
теперь позвольте мне увидеть боль, от которой вы страдаете». Хриплый голос Чутеня прозвучал с помощью техники изменения голоса. Сначала он решил вести себя как божественный мошенник перед этими беженцами, наполненными надеждой, используя очень умелый язык духовных зверей, чтобы произнести эти утешительные слова, прежде чем помочь им осмотреть их тело. Помимо болезней, было много людей с серьезным заболеванием. Это было очень злокачественное паразитарное заболевание. Как только паразиты попадают в организм хозяина, они начинают дико размножиться. Сначала они гнездятся в стенках желудка, а затем вторгаются во внутренние органы. Наконец, они попадают в кровеносные вены и начинают высасывать духовную энергию, прежде чем замучить хозяина до смерти. Этот паразит был очень заразным, и после заражения было трудно его излечить. На равнинах не было никакого лечения. Они были побеждены, голодали и страдали от болезней. Эти люди были действительно полны несчастья. Чутянь сказал еще несколько слов для обмана людей, чтобы они поверили в религию шаманов, прежде чем уйти, чтобы подготовиться. Что мы будем делать? Я вижу, что их болезни нелегкие. Мэнин открыла свой капюшон и сразу же спросила: «У нас есть несколько складов, заполненных консервами в центральном государстве, и я немедленно отправлю их». «Нет, на этот раз мы не будем использовать консервы», — сказал Чутянь, доставая несколько формул и подробные списки. «Отправь их в Центральную государственную лабораторию, попроси усовершенствовать эти лекарства в соответствии с инструкцией». Мэнин не была опытна в алхимии, но она много училась в прошлом году и знала, что все это весьма дешевые материалы. Однако, так как Чутянь ничего не сказал, это означало, что этот вопрос будет легко решен. Она достала устройство связи, чтобы связаться с центральным государством и заставить их быстро позаботиться об этом. Через 3 дня количество беженцев удвоилось, и они почти не могли их больше поддерживать. Чутянь вынес 10 больших повозок, и каждая повозка была заполнена большими контейнерами. Жрецы-шаманы облегченно вздохнули, увидев это. Они быстро окликнули «Да здравствует Бог-шаман», побуждая беженцев приветствовать его. Лус, однако, показал озадаченное выражение. Почему было всего 10 повозок? Здесь уже было более 100 тысяч беженцев. Теперь, когда новость о том, что религия шаманов приносит спасение беженцам, распространилась, возможно, будет еще больше беженцев. Достаточно ли будет 10 повозок, чтобы накормить всех этих людей? Возможно, это даже не заполнило бы промежутки зубов здесь присутствующих. Откройте их. В этих коробках не было еды, как они ожидали, но они были заполнены маленькими бутылочками с лекарствами. Это божественная вода, переданная богом-шаманом. Чутянь начал разыгрывать пьесу. Эта божественная вода будет медленно излечивать ваши болезни и обеспечивать вас большим количеством пищи. На этот раз не только Луз был ошеломлен, у всех были ошеломленные выражения. Лекарство могло бы излечить их болезни, но могло также заполнить их желудки. Чутянь достал из своей тыквы большой медный котел, покрытый рунами. Этот котел использовался для церемоний жертвоприношений, поэтому вокруг него был таинственный воздух. Бог-шаман говорит, что все может быть искуплено в жизни. Чутянь сказал всем: «Все, пожалуйста, соберите траву и положите ее в этот котел. Божественные силы бога-шамана превратят эту траву в пищу». Все были ошеломлены. Как это было возможно, Луз был полон сомнений, но он не мог спросить его напрямую. Он мог только помочь, сказав: «Все, пожалуйста, делайте», так как говорит посланник, бог-шаман не будет лгать своим верующим. Здесь не было много других вещей. Но что насчет травы? Было столько травы, сколько хотелось. Весь котел был заполнен свежей зеленой травой менее чем за 10 минут. Чутянь активировал массив, выгравированный на котле, и котел немедленно выпустил волну энергии. Казалось, что вся собранная трава была брошена в блендер, так как она сразу была спрессована. Чутянь прямо налил бутылку с лекарством внутрь. Наконец случилось немыслимое дело. Полумякоть травы быстро изменилась, прежде чем превратиться в сухой рацион, как сухие зерна. Оно фактически выпустило соблазнительный аромат. Пен, Чутянь поместил ладонь в котел. Сухие пайки вылетали, плывя к беженцам, как бессмертные цветы. Эти беженцы уже были ужасно голодны, и когда они унюхали соблазнительный аромат, они все дико бросились вперед, чтобы поймать как можно больше пайков. Они уже были на грани голодной смерти, и даже если бы это было мусором, пока они могли продолжать жить, они бы его съели. Но в то, что было трудно поверить, было то, что сухие пайки, сделанные из травы, не просто наполняли их желудок, а они на самом деле имели неплохой вкус. Самым важным было то, что, когда они ели эти сухие пайки, они могли быстро почувствовать, что их болезни становятся лучше. Чудо. Это поистине чудо. Духовные звери боевых гончих начали вставать на колени. Разве это не чудо?
Почему боевые гончие продолжали атаковать Южное лето, разве не для выживания? Если бы они могли превратить даже самую дешевую траву в сухой рацион, насколько велико было бы изменение для духовных зверей на равнинах? Вы все это уже видели. Крикнул Чутянь. Бог-шаман может превратить траву в еду. Теперь не будет места, где бы не было еды на равнинах. Эта еда может не только утолить ваш голод, но и вылечить ваши болезни. Это милость великого бога-шамана, вам больше не нужно терпеть лишения. Лус был полон восхищения Чутянем. Если бы они привезли сюда несколько сотен банок с едой, хотя это решит проблему, это не будет экономически эффективным и не будет длительным решением. Однако он подумал о таком беспрецедентном способе превращения травы в еду. С одним лишь котлом, сколько последователей они могли бы привлечь к шаманской религии. Этот шаг был слишком красив. Глава 459. Великое королевство Чжоу. Лус сказал очень взволнованным голосом. К счастью, у нас была помощь господина городского лорда, мы уже собрали несколько сотен тысяч человек, и я думаю, что большинство из них станут верующими шаманской религии. Мы подберем несколько человек с хорошими талантами, которые будут обучаться у колдунов-шаманов, чтобы помочь городскому лорду. Религия шаманов изначально была религией духовных зверей, поэтому, скорее всего, она распространится по всей этой территории. При поддержке Комитета чудотворной торговли и при помощи всех этих экспертов леса хаоса, как не может быть успеха? Чутянь посмотрел на него. Если не получится, можешь не возвращаться ко мне. Лус вытер пот. Да, я обязательно преуспею. На стороне боевых гончих проблем не было. Транспортная башня больше не может быть отложена. В это время великий летний король Дунфанган связался с Чутянем. Он уже подготовил карты и информацию об окружающих странах, а также хотел, чтобы Чутянь помог ему, надеясь, что Чутянь сможет приехать в северный город великой летней страны. Великий летний имперский город был изменен на центральное государство, поэтому предыдущий имперский город был переименован в северный город. Хотя он больше не был столицей, он все еще имел несколько сотен лет истории и был городом номер один на севере. После объявления Великой летней страной об изменении их имени возникли самые разные проблемы. Большое королевство было не просто титулом. Когда страна становилась большим королевством, их дипломатический уровень автоматически становился выше, чем у маленького королевства, и окружающие маленькие королевства должны были бы даже платить дань за защиту. Между странами и другими, кроме зависимых стран, не было много общения, большинство не заботилось о геополитике. Однако, если бы в одном пространстве появилось несколько разных сил, это повредило бы влиянию всех этих сил. Королевство боевых гончих было зависимой страной королевства Орлиного захоронения. Великая летняя страна была независимой страной, так как же они могли легко стать большим королевством? Все окружающие страны имели мнение о Великой летней стране, но власть этих маленьких королевств была ограничена, и им не нужно было о них заботиться. То, что им нужно было сделать, это наладить связь с некоторыми из более сильных королевств. Это не противоречило миссии Чутяня. Чутяню нужно было пойти и найти невероятно драгоценные кристаллы. Он не мог просто идти в маленькие королевства, чтобы искать их, верно? Так как это было так, он мог бы убить двух зайцев одним выстрелом. Когда он взял карту и связанную с ним информацию, Чутянь решил посетить их со своим титулом великого летнего ученого. Есть еще кое-что, чего я не понимаю. Мэн Ин сидела на дирижабле. Как ты превратил траву в еду? Это была явно трава, так как она могла лечить болезни. На самом деле это несложно объяснить. Почва равнины гончих довольно богата духовной энергией, поэтому трава, выращенная на равнинах, будет содержать сильную энергию. Однако тело людей и демонов разные, поэтому они не могут его поглотить. Чутянь остановился, прежде чем продолжить. Я просто использовал лекарство и источник энергии, чтобы сделать так, чтобы трава могла быть поглощена. Это действительно может наполнить желудок, но не обладает высокой пищевой ценностью, поэтому подобное нельзя есть долго. Мэн Ин показала выражение понимания. Значит, пища, способная вылечить болезнь из-за противоядия в медицине. У тебя тоже есть время, когда ты не глупа. Сам ты глупый. Они сидели на воздушном корабле и болтали, а Чэнь Бинву сидела в стороне. Она просто держала чашку чая и ничего не говорила, как кусок дерева. Мэн Ин устала от споров с Чутянем. Куда мы собираемся пойти? Чутянь открыл карту с равнинами гончих в центре и со странами по всем направлениям равнин. На севере было 3-4 маленьких королевства с территорией и населением, которое было даже меньше, чем в южной летней стране. Они уже были поглощены королевством Орлиного захоронения, поэтому к северу от маленьких королевств это была вражеская территория. Хотя карта не могла нарисовать всю территорию королевства Орлиного захоронения, раскрытой части было достаточно, чтобы продемонстрировать давление, исходящее с севера.
Королевство Орлиного захоронения было духовным воинственным царством и единственным большим королевством в окрестностях, поэтому Чутянь не интересовался королевством Орлиного захоронения и его сферой влияния. Это было потому, что в хаосе войны было трудно создать рынки в этих местах, поэтому не было много ресурсов, в которых они нуждались. Глаза Чутяня скользнули по маленьким и большим королевствам вокруг равнин боевых гончих, в конце концов упав на не слишком маленькое королевство в юго-западном углу. Страна была высокой и стройной, без большой территории, но в стране было много разных биом, поэтому ресурсы должны быть относительно богатыми. Чутянь увидел название страны и сразу подумал о призраке в маске из центрального государственного черного рынка. Глядя вокруг, есть только одно большое королевство. В течение нескольких сотен лет не было никаких беспорядков, и хотя территория невелика, она должна быть очень богата ресурсами, а также иметь сильную национальную силу. Это большое королевство, которое более достойно этого названия, чем королевство боевых гончих или Великое Летнее Королевство, поэтому мы пойдем туда. Как называется страна? Великое Королевство Чжоу. Бабах, Мэн и Ничутянь не имели никаких реакций. Однако тело сидящей Чэнь Бинву слегка дрогнуло, и чашка в ее руке была разбита на куски на земле. Мэн Ин спросила удивленным голосом: «Старшая сестра Бинву, в чем дело?» Чэнь Бинву осознала свою ошибку. Нет, ничего. Мэн Ин была полна замешательства. Чутянь видел, что Чэнь Бинву скрывала много секретов, происхождение этой девушки было не очень простым, и вполне вероятно, что она не была кем-то из страны Южного Лета. Судя по ее реакции, может ли она быть связана с великой страной Чжоу, великая страна Чжоу была не намного больше, чем южная летняя страна, но поскольку ее территория была странной формы, она была похожа на длинную скользящую змею. Следовательно, она могла иметь границы с королевством Орлиного захоронения, равнинами боевых гончих, южным летом и даже лесом хаоса одновременно. Великая страна Чжоу в древнюю эпоху была процветающим местом, поэтому было много ценных наследий и руин. Великая страна Чжоу была основана на наследствах и руинах их предков, поэтому в великой стране Чжоу было много сект. Со всеми этими наследствами это была страна сект без фиксированной королевской семьи или высшего сословия, в основном управляемая сектами. Великая страна Чжоу была относительно близка, и это был их самый сильный сосед. Чутянь собирался посетить великую страну Чжоу со своим званием ученого Великой Летней страны, используя титул для создания союза между Великой Летней страной и Великим Королевством Чжоу. Королевство Орлиного захоронения на севере было большой угрозой. Если Великая Летняя страна и Великая страна Чжоу будут работать вместе и поддерживать северную воинствующую страну в качестве авангарда, им было бы несложно противостоять стране Орлиного захоронения. По крайней мере, они смогут помешать им продвинуться еще дальше на юг. Конечно. Было нелегко сказать, даст ли великая страна Чжоу Чутяню это лицо. Дирижабль летел на высоте десятков тысяч метров над землей, минуя бесчисленные дикие местности, и, наконец, прибыл на территорию великой страны Чжоу. Города и здания, наполненные древним стилем, предстали перед их глазами. Мир был большой, и в этом не было ничего странного. Даже в человеческой стране стиль и обычаи не будут одинаковыми. Большая часть сил великой страны Чжоу скрывалась в горах, а большинство сект строилось в райских местах совершенствования, которые люди редко посещали. Во всяком случае, в большинстве городов не было собрано сильной энергии, и поэтому большинство городов были просто заполнены людьми, которых секты отправляли для решения вопросов. Они культивировали пилюли и духовных зверей, и большинству из них приходилось отдавать дань большим сектам, чтобы получить защиту. Они прибыли на небесную гору Инь. Небесная гора Инь была одной из 8 знаменитых гор великой страны Чжоу, что означало, что здесь были также древние руины. Это была территория секты Черной Луны из 6 больших сект Великого Чжоу. Это была большая секта, которая просуществовала тысячи лет. Окружающие большие и малые города были построены на небесной горе Инь, принадлежащей влиянию внешней секты Черной Луны. Каждый город в сфере влияния секты Черной Луны принадлежал секте Черной Луны. Если бы секта Черной Луны не защищала их, у этих людей не было бы способа выжить здесь. Из-за этого люди Небесной горы Инь все приняли служение секте Черной Луны как свою главную ответственность. Большинство людей решили присоединиться к внешней секте Черной Луны в качестве учеников внешней секты. Если их врожденный талант был достаточно высок, они могли бы войти в Небесную гору Инь и стать внутренними учениками секты Черной Луны, получив возможность получить тысячелетнее наследство секты Черной Луны. Великая Летняя страна имела государство как отдельные территории. Великая страна Чжоу как отдельные территории имела секты. Это было очень интересно. Чтобы не привлекать внимания, Чутянь решил покататься на Грифоне, чтобы прояснить ситуацию. Это было потому, что, хотя он был посланником Великой Летней страны, проблема заключалась в том, как он встретит короля Великой страны Чжоу. Вау, Грифон. Это на самом деле Грифон.
Чутянь привел Чэнь Бинву и Мэн Ин на землю в место, называемым город сбора Инь, который был самым большим городом возле небесной горы Инь. Что было странно для них троих, так это то, что, когда появился Грифон, он сразу же вызвал сильный переполох. Казалось, что жители города сбора Инь никогда прежде не видели Грифона. Мэнин задавалась вопросом: великая страна Чжоу — большая страна, так почему же птица второго уровня вызывает такой большой переполох? Пиковые силы великой страны Чжоу сконцентрированы в сектах, тихо сказала Чэнь Бинву. Эти города — ничто иное, как внешние силы сект, как здесь могут быть сильные люди. Распределение сил великой страны Чжоу было очень неравномерным. Это была одна из особенностей страны сект, Чутянь не возражал против этого, и когда он собирался спросить о ситуации, толпа разошлась. Появилась большая группа охранников в черных доспехах, а впереди был толстяк в нефритовых парчевых одеждах. «Из какой вы секты?» Этот толстяк в парчевом халате измерил Грифона с жадным выражением лица, прежде чем его взгляд упал на Мэн Ин, и он не мог не показать шок и радость. Тем не менее, его голос все еще оставался очень высокомерным. Без какого-либо уведомления, зачем приходить в небесные горы Инь? Чутянь не был здесь, чтобы вызывать проблемы. Он сложил руки и сказал: «Я ученый Великой Летней страны, я здесь, чтобы посетить знаменитые горы Великой страны Чжоу. Могу я спросить, Великая Летняя страна?» «Ха. Вы говорите о маленьком королевстве на юго-востоке, которое было почти забито до смерти духовными зверями». После того, как толстяк узнал происхождение группы Чутяня, он стал еще более высокомерным. Эти люди выглядели довольно молодыми и пришли из маленького королевства. Они должны быть молодым мастером и молодой мисс какого-то места. Они бежали сюда, не зная высоты небес или глубин земли. Я старейшина внешней секты Черной Луны, дьякон, отвечающий за город сбора Инь. Вы, входя в небесные горы Инь, уже пошли против обычаев, так что оставьте своего Грифона как дань секте Черной Луны. Мэн Ин была полона гнева. Прошло много времени с тех пор, как кто-то осмелился запугивать их, этого нельзя было допустить. Как жердяй, как ты, может быть таким бессовестным? Таковы обычаи. Это всего лишь Грифон, успокойся. Чутянь похлопал Мэнин по плечу и успокоил ее. Он действительно не заботился о демоне второго уровня со своим статусом. Это превосходительство. Не могли бы вы познакомить меня с некоторыми из высших должностных лиц секты Черной Луны? Толстяк был немного удивлен. Этот мальчишка действительно так просто отдал зверя второго уровня. Этот Грифон стоил как минимум 20 камней низкого уровня. Может быть, он столкнулся с паршивой овцой семьи? Моя секта Черной Луны — одна из 6 больших сект страны Великого Чжоу. Как можно разрешить посещать таким безымянным людям, как ты? Не думайте, что вы можете открыть двери Черной Луны с помощью всего лишь одного Грифона. Однако, поскольку вы искренни, я могу дать вам шанс. Толстяк показал зловещее выражение. В последнее время я совершенствую технику двойного совершенствования. Если вы одолжите мне свою спутницу, я могу согласиться подумать об этом. Глава 460. Встреча старых друзей. Мэнин была так зла, что ее трясло, Чутянь не был зол, и он не только мог это терпеть, но на самом деле ему было очень любопытно. Что было в голове этого толстяка? Скорее всего, он не имел себе равных в городе сбора Инь и обычно действовал тиранически, так как за ним стояла секта Черной Луны, поэтому он не боялся этих молодых людей из маленького королевства. Но разве он не заметил, что вообще не мог видеть совершенствование этих 3 молодых людей? Эта жирная свинья была только в 5-6 слое пробужденной души. Этот уровень, помещенный в глаза Чутяня, не мог даже считаться мусором. В прошлом в южном летнем имперском городе это считалось экспертом 3-го класса, и они были все еще сильнее его. Даже в центральном государственном городе это будет считаться экспертом 2-го сорта. Этот идиот тявкал на экспертов царства истинного духа, как он дожил до этих дней. Кто-то из слабого маленького царства, способный совершенствоваться в большом царстве, это благословение нескольких жизней. Я — старейшина внешней секты Черной Луны, и у меня есть много членов семьи, которые являются старейшинами секты Черной Луны. Я скоро войду во внутреннюю секту. Скоро я буду тем, кто имеет статус во всей великой стране Чжоу. Я могу дать тебе все, что может дать этот паренек, так зачем же следовать за молодым мастером маленького королевства? Толстяк уже считал Мэнин своей. Я не люблю применять силу, поэтому приходи по собственной инициативе, а иначе Чутянь покачал головой. Ин, можешь не сдерживать себя. Просто постарайся не убить его, за все остальные увечья буду отвечать я. Старейшина внешней секты Черной Луны был ошеломлен словами Чутяня. Мэнин резко выпустила ослепительную духовную энергию, в результате чего над ее головой появилось зеркало. Из зеркала вышел большой феникс, извергая несравненно горячее энергетическое духовное пламя.
За ним последовал великолепный крик Феникса, который, казалось, исходил с 9 небес. Окружающие люди были ошеломлены. Даже Чутянь показал удивленное выражение. Основная способность духовного зеркального источника Мэн-Ин — копирование, но у нее были ограничения. Исходные духи и техники совершенствования, которые были на слишком высоком уровне, не могли быть скопированы. Кроме этого, все остальные исходные духи могли быть скопированы, но они исчезли бы через несколько дней. Теперь Мэн-Ин не только скопировала исходного духа на уровне бога, она также нашла способ сохранить его в своем зеркале. Это означало, что сила этой девушки значительно возросла, а сила ее исходного духа выросла соответственно. Поэтому она могла хранить копии навсегда. Хотя копия была немного слабее, чем настоящий огненный феникс, это все еще был очень мощным исходный дух. Хонг, бесчисленное пламя, превратилось в гигантские крылья и стало аурой разрушения вокруг нее. Это делало ее похожей на богиню, которая управляла пламенем разрушения. Даже тот, кто был слеп, мог видеть, что эта девушка, которая не была большого возраста, имела ужасающее совершенствование за пределами их воображения. Толстяк быстро закричал: «Я старейшина внешней секты Черной Луны, это территория небесных гор Инь. Если ты осмелишься коснуться хоть одного моего волоска, ты думаешь, что сможешь уйти живой?» После стольких лет с Чутянем ты хочешь использовать такую угрозу, чтобы напугать меня? Бабах, нежный голос Мэнин раздался, небесный кулак. Этот ход был явно скопирован у Нангунь-Юнь. Гигантский огненный кулак врезался в толстяка, и энергия защитного духа толстяка испарилась, как кипящая вода. Дикое пламя устремилось вперед, словно сломав плотину, мгновенно ударяясь о дом и превращая его в огненную яму. Мэн-Ин испугалась. Я на самом деле такая мощная, этот кулак явно использовал только 20% ее силы, чертов жердяй не умер от одного удара, верно, окружающие люди закричали в панике. Ах, старейшина мертв. Такая смелость, они на самом деле осмелились убить старейшину внешней секты Черной Луны в небесных горах Инь. Несколько десятков охранников в черной броне окружили их в шоке и гневе. Мэн-Ин слегка взмахнула рукой и использовала только 10% своей силы. Ее ладонь превратилась в пламя, которое врезалось в охранников, рассыпаясь по земле, как сгоревшее дерево. Они издавали жалкие вопли, пытаясь потушить на теле огонь, и ни один человек снова не встал. Чутянь подошел к ошеломленной Мэн-Ин и сказал с улыбкой: «Как насчет этого? Чувствуешь ли ты себя лучше, избивая людей?» Она никогда не избивала людей, которые так сильно издевались над ней. Это было невероятно приятно, но не преувеличено ли это? «Извини, я просто использовал 10 или 20% своей силы». У Мэн-Ин было смущенное выражение. Она посмотрела на людей на земле, прежде чем взглянуть на Чутяня. Я никогда не думала, что их так легко победить. Это была не ее вина. Мэн-Ин почти не имела опыта в битве, и ее сила была увеличена очень быстро, поэтому она не имела контроля, когда делала ход. Эх, не переживай, это уже довольно легко. Чутянь покачал головой. Если бы Нангунь использовала только 1/10 своей силы, она бы уже сожгла этих парней в пепел. Хотя вы можете копировать дух-источник огненного феникса, он по-прежнему не содержит своей сути. Тебе нужно еще много работать. Мэн-Ин получила подтверждение Чутяня, поэтому она сразу же сказала с улыбкой «да». Влияние великих сект Чжоу очень ясно. Посторонние, вызывающие проблемы в их сфере влияния, не могут избежать смерти. Брови Чэнь Бинву слегка сморщились, когда она напомнила: секта Черной Луны очень сильна, у них несколько десятков экспертов Царства Истинного Духа. Скоро у нас будут проблемы. Чутянь оценил взгляд Чэнь Бинву, наполненный воспоминаниями. Старшая сестра Бинву, похоже, очень знакома с великой страной Чжоу. Но Чутянь никогда не боялся сталкиваться с неприятностями. Шаг за шагом не подходил стилю Чутяня. Лучше было сделать большую дыру, чтобы великая страна Чжоу узнала о существовании Чутяня. Это сделало бы все намного проще. С длинными свистами 2 летающих инструмента прибыли на высоких скоростях с запада. Один инструмент был огненно-красным, и он был покрыт пламенными рунами. Другой был сине-белым и покрыт большим количеством ледяных рун. Хотя их энергия была разной, потому что они культивировали методы одной и той же секты, они были покрыты густым иньци и ядовитым туманом. В настоящее время они летели с невероятной скоростью. Это эксперты внутренней секты. Это знаменитая пара пламени и льда. Они гении молодого поколения внутренней секты Черной Луны с величайшими врожденными талантами. 2 фигуры выпрыгнули с инструментов, один был в красной мантии, которая была похожа на извилистое пламя, а другой был в белой мантии, которая была словно снег. Одно пламя и один лед, взаимное отталкивание, но и взаимное взаимодействие. Это сформировало цикл огня и льда, который жил друг с другом. Кто смеет создавать проблемы в секте Черной Луны?
Две элиты внутренней секты были в масках, но они были одного роста, даже разговаривали в одно и то же время. Они были парой близнецов. Я сделала это. Мэн Ин чувствовала, что другая сторона была не такой сильной, как она себе представляла, они были в царстве пробужденной души. Она мгновенно наполнилась уверенностью. Великая страна Чжоу была не так уж и сильна. Младшие из вашей секты Черной Луны издеваются над слабыми и имеют плохой характер, поэтому мне пришлось преподать им урок. Бесстыдное хвастовство. Они сразу же разозлились. На земле секты Черной Луны, как другие, могут действовать неуправляемо. Мы позволим вам увидеть мощь секты Черной Луны. Мэн Ин посмотрела на Чутиня, и когда она получила его подтверждение, она сказала без всякого страха: «Не пытайтесь напугать меня, я не боюсь вас». Обе стороны моментально столкнулись. Две элиты внутренней секты Черной Луны несколько раз атаковали Мэн Ин секретными техниками, но для них было странным то, что независимо от того, как они атаковали, их атаки просто отражались от слоя света. И это все, на что вы способны. Мэн Ин была полна уверенности, чувствуя себя богом войны. Скорее всего, потому что она хотела похвастаться перед Чутянем, поэтому она продемонстрировала свою новую технику движения звездного света. Она сделала несколько шагов в пустоте и вылетела, как молния. Две ладони соприкоснулись, это была очень чистая атака, импульс был не таким большим, как атака, поразившая толстяка, но она использовала 40% ее силы. Духовная энергия сгущалась вокруг ее рук и превращалась в густую истинную духовную энергию, которая могла даже сломать железо пополам. Истинная духовная энергия. Два брата были мгновенно шокированы. Это культиватор истинного духа. Двое из них уже не успели сбежать. Мэн Ин хлопнула их одной ладонью. Это было просто как хлопать по бумаге. Пешеходы в городе Сбора Инь были невероятно шокированы. Эта девушка, которая победила старейшину внешней секты Черной Луны, была уже непростой, но никто бы не подумал, что она также может победить элитных братьев внутренней секты. Сила братьев-близнецов не была плохой. Они могли пропустить уровень или половину уровня, чтобы сражаться, но им было невозможно сражаться с культиваторами царства истинных духов. Не говоря уже о том, что они не смогли сломить оборону Мэн Ин, даже если бы они были на одном уровне, скорее всего, они не смогли бы победить Мэн Ин. Кто вы такие? Поскольку она так быстро увеличивала свою силу, обильная духовная энергия замедляла процесс ее старения, поэтому внешность Мэн Ин вообще не изменилась. Хотя она знала Чутиня больше года, ей было 15 лет, она выглядела как незрелая молодая девушка. У молодой девушки, которой было 15-16 лет, было потрясающее совершенствование царства истинного духа. Этот вопрос был чем-то невообразимым в великой стране Чжоу. «Ин, остановись». Чутянь подошел к двум братьям секты Черной Луны. В конце концов, мы все здесь не чужие. После разлуки в течение года ваша сила немного увеличилась. Похоже, вы обменяли 10 ядер трупного монстра в прошлом на довольно много пилюль. Пламенный призрак и ледяной демон были немного ошеломлены. Ты. Люриен. Хотя прошел год, и внешность юноши сильно изменилась, изменить его ауру было невозможно. Призрак пламени и ледяной демон посмотрели на него и сразу же узнали его как таинственного юношу Лурена с черного рынка южной страны. Меч на его спине и лиса, лежащая на его плече, были лучшим доказательством. Казалось, что Люрен было поддельным именем, а внешность тогда тоже была поддельной. Чутянь никогда не думал, что встретит этих двух братьев. Верно, это я, однако мое настоящее имя — Чутянь. Пламенный призрак и ледяной демон смотрели друг на друга, и они могли увидеть шок в глазах друг друга. Это действительно был этот парень. Неудивительно, что это было так, хотя они были с Чутянь в течение короткого времени, они знали, что этот юноша обладал чудовищным талантом. Когда призрак в масках привел братьев к 10 тысячам трупов древних руин для приключения, и если бы не этот парень, они вдвоем точно умерли бы там. Значит, это брат Чу. Быстро встал пламенный призрак. Это все ошибка. Ледяной демон также сказал: брат Чу благоволит к секте Черной Луны. Я думаю, что лидер секты и старейшины захотят тебя увидеть. Чутянь засмеялся. Тогда я попрошу вас двоих порекомендовать меня.